Всем привет, друзья мои! Сегодня воскресенье, выходной день, и я предлагаю вам с утра и до самого вечера провести этот день вместе со мной, и вы убедитесь, какое ленивое воскресенье меня сегодня ждет. Я никогда не умываюсь водой из-под крана. У меня есть специально приготовленная вода, которой я умываю лицо и утром, и вечером. Я сейчас вам покажу. Вот у меня бутылочка с водой. Видите, там внутри еще лед. Это я вечером ее вытащила из морозильника, из морозильной камеры. Вот так я замораживаю воду, и потом вот такой ледяной водой я умываюсь и утром, и вечером. Вот вода теряет свою, ну как бы не теряет, меняет свою структуру, и она лучше подходит для лица. И вот этой водой я сейчас буду умываться. Так что из-под крана я воду обычную не беру, только этой водой я умываюсь. Раньше у меня был такой специальный аппарат, он называется Эковод, но он у меня испортился, и, к сожалению, нету сервиса в Польше, поэтому пока что я ограничена в такой воде. Если бы у меня была возможность, я бы купила еще один такой аппарат, но тот мне подарили, вот, а в Польше его не производят, поэтому я сейчас на нуле. Ну и пользуюсь вот такой водой. Кому интересно, тоже можете взять себе на заметку. Может, многим не понравится ледяная вода, но я уже привыкла, и мне нормально. Потом и вижу результат. Кожа после такой воды, моя кожа, я никому не говорю, что это у всех будет действовать, хотя почитайте себе про структуру тающей воды, и эта вода совсем по-другому действует. Поэтому, друзья мои, попробуйте. Ах, как хорошо. Я очень люблю. И вторая вещь, которую я делаю, я никогда не вытираю лицо. Я не пользуюсь полотенцем, я просто оставляю эту воду, чтобы она впиталась. Я ее не вытираю. Вот так она впитается. Ну и потом я буду делать другие процедуры. Когда у меня есть время, я могу протереть лицо какой-то сывороткой. Вот. Но обычно, когда я утречком, вот так вот я выхожу из ванны, вода у меня впитывается, я иду себе делаю завтрак, прихожу, чищу зубы, и я просто накладываю крем. Дневной крем, это в зависимости от времени года, какой я накладываю крем, как я выхожу на улицу. Вот, если это в жаркую летнюю погоду, я еще, мимо того, что у меня крем будет летом с каким-то фильтром, я все равно пользуюсь, ну, вот еще чем-то таким для лица. Если это в городском, в городе, если я хожу, то мне хватит 30. Если я где-то там на открытом воздухе еще куда-то там выезжаю за город и долго бываю на солнце, тогда я беру 50, да, или на море я беру 50. Но в городе вот так вот мне 30 хватает, плюс еще то, что есть в креме. Вот я еще тонким слоем накладываю еще вот такой вот фильтр летом. А вот так вот зима я обычный крем беру, а вот когда уже начинают солнечные лучи, тогда уже более вот такая у меня идет солидная защита. Сейчас еще немножко времени для себя, потому что это выходной.
И я обычно люблю еще немножко почитать. Вот у меня есть электронная книга, и здесь я скачиваю книги, которые недоступны для меня в бумажном варианте. И обычно это книги на оригинальном английском языке. Сейчас я, чтобы тренировать язык, читаю Агату Кристи. Это приятное с полезным, там хороший язык, она очень красиво пишет. Вот. И также у нее интересные, интеллигентные такие замысловатые детективные сюжеты. Не все, конечно же, бывают очень такие некоторые, я бы так сказала, немного примитивные. Ну как примитивные? Может быть, не то чтобы примитивные, а какие-то такие нереальные, я бы сказала, да, вот. Или какие-то не очень логичные, потому что я скачала много ее произведений. Те, конечно же, что очень известные, они окей. Но есть и менее удачные, я бы так сказала, но все равно для меня это упражнение, и я сейчас начну вот читать. Сейчас я читаю рассказ ABC Murder, то есть серия убийств, да, но я концентрируюсь сейчас на языке, потому что хочется все-таки свой язык ну, отшлифовывать, да, и читать в оригинале очень и очень интересно, ну и также полезно и для знания языка, и также для мозга, чтобы была более такая солидная нагрузка. Так что иду почитать. Почему еще очень классно читать английские книги? Почему еще очень классно читать английские книги на вот такой вот электронной книге? Потому что я обожаю читать бумажные книги. Это ничего не заменит, но здесь почему? Во-первых, книги такие недоступны вот так вот широком, ну, как сказать, в широком доступе, да, вот эта тавтология, ну, как это сказать, не знаю. Вот, на английском языке оригинальный, это, ну, это сказать, надо заморочиться, да. А здесь просто скачал бесплатно в интернете и читаешь то, что хочешь. Вот. Но это раз. Два. Это то, что, например, если ты не знаешь какое-то слово, то тебе не нужно брать бумажный словарь, искать вот это все, это, как сказать, ну, это тоже морока. Иногда я беру с собой книгу почитать где-то в другое место, я же не буду со словарями бегать огромными, э, с томами и смотреть. Посмотрите, я вот тут нажимаю на кнопочку, и здесь есть разные функции. Можно сделать так, что эта книжка будет читать эту, ну, как сказать, диктор будет читать, да, это хорошо, когда, например, ребенку пустить сказку, включить, и диктор будет читать. Хотя я вам скажу, что здесь этот голос недоработан, и он немножко такой штучный, не очень приятный, так что это так себе. Далее можно зайти на какую хочешь страничку. Вот, и здесь есть такая функция, и ты себе нажимаешь, на какую страницу хочешь перейти. Здесь можно перевернуть, здесь можно буквы больше сделать, да. Какие-то заметки, но здесь я не разобралась. Про эти заметки тоже не очень. Вот здесь содержание книги можно пройти. А здесь словарь. И вот, это главная вещь, которой я пользуюсь, это словарь. Вот. И если я нажму сюда, открывается словарь. Сейчас я вам покажу. Вот этот словарь. У меня уже очень старенькая книжка, так что она работает медленно. Может быть, когда-нибудь я куплю новую, но пока что пользуюсь ней. Это очень старый вариант. Сейчас, наверное, намного продвинутые более книги, но пока что мне хватает. Вот он загружается слишком долго. Но вот здесь есть такая вот ручка, такой карандашик, и можно подчеркнуть на себе какое-то слово. Вот. Вот, подчеркнутое слово. И оно здесь появляется. И здесь у вас уже есть перевод. Видите? В разных вариантах. И даже есть, вот так можно передвигать. Ну и должно идти вниз. Видно, здесь больше... Нет, есть еще варианты. Вот. На это же слово, видите? И все можно сразу прочитать. Не надо иметь словаря. И более-менее сориентироваться, что означает это слово. И также другие слова можно подчеркивать. Вот.
Даже можно потом нажать, она говорит, ну, это слово, она слово произносит, эта книга, но скажу вам, что с произношением здесь не очень хорошо. Вот. И это слово у нас уже есть, видите? Или же можно даже вот тут ввести, какое хотите найти слово. Вот. Я здесь нажму. Я не знаю, ли вам видно. Вот сюда. Он что-то медленно сегодня работает. Тут бы должен был появиться словарь, и можно сюда написать. А, вот оно уже появилось, я не вижу. Вот оно уже появилось здесь, видите? И можно здесь написать свое слово. Например, вот я здесь введу вот тут какое-то слово. Ну, какое, например. Ну, припустим, вот это слово я ввожу. Вот. И оно у меня plan. И оно у меня здесь появляется уже. Так что можно любое слово выбрать, какое вы хотите. Множество возможностей. Я всем не пользуюсь. Вот только когда читаю. Вот можно убрать словарь. Сейчас он уйдет отсюда. Вот. И можно читать со словарем или без словаря. Очень удобно, поэтому я вот так выхожу из положения. Ну что ж, я почитала, мое лицо уже сухое, оно все впитало воду. И теперь я буду наносить дневной крем. Сейчас я пользуюсь вот таким обычным кремом. Eveline, это органик козье млеко. Вот, полутолстый крем, то есть крем полужирный. У меня еще остался, так что я еще могу полужирным, еще такие не жаркие дни, полужирный крем, окей. Вот, и буду наносить этот крем на лицо. Вот, я не считаю, что нужно вот пользоваться такими всеми страшно дорогими кремами. Для меня чем попроще. Вот, крем тоже не проблема. Я не буду наносить его в области глаз. Там я наношу что-то другое, вот так легенькими такими движениями просто нанесу крем немножко на шею, чтобы он впитался. И также сейчас буду наносить крем под глаза. Сейчас я его найду. Вот я пользуюсь таким. Это обычная Жая. Крем под глаза и на повеки с экстрактом петрушки против морщин. Вот вам покажу. Это я ним пользуюсь очень давно. Он мне нравится, этот крем. Вот. И вот так вот он у меня закончился. Я отрезаю. Вот тут сверху, слушайте, там еще полно крема внутри. Вот, поэтому я не выбрасываю. Залезаю туда пальчиком. Смотрите, еще полно крема. Зачем я буду его выбрасывать, если я могу его использовать? Поэтому я отрезаю. И еще пару дней у меня есть крем. Потому что выдавить его невозможно. Зачем добру пропадать? Так что я еще наношу вот этот крем под глаза. И это все. Теперь крем впитается. И если я буду куда-то выходить, я там еще немножко нанесу какой-то легкий, может, макияж, а может, нет. Скорее всего, сегодня нет, потому что мы поедем на бассейн. Зачем мне макияж на бассейн? Вот. И все. Посмотрю, какое солнце. Возможно, еще что-то. Так что я готова.
Мой любимый воскресный завтрак – это сырники. Сегодня их готовила дочка, она уже их так наловчилась готовить. Очень приятно, когда не нужно в воскресенье еще заморачиваться завтраком. Вот она приготовила, они кушают его с домашним джемом или со сметанкой. Я сейчас кушаю без всего. Вот такие пустые сырнички, потому что я ограничиваю сейчас сахар. Вот, и стараюсь ограничивать углеводы. Конечно же, здесь есть мука, в сырниках есть углеводы, но сахар я не употребляю. На первое вот готовится борщик сегодня. Вот, на второе будет мясо. Я его делаю в скороварке. После вкусного завтрака обязательно всегда чищу зубы. Как бы я ни опаздывала, я никогда не пропускаю этот ритуал. Всегда чищу зубы утром. Стоматолог говорил, что нужно чистить 3 раза в день зубы, но на это у меня нету возможности. И никогда 3 раза не чищу. Чистите ли вы, напишите в комментариях. Я всегда чищу зубы утром и после завтрака, и перед сном после ужина. Но ужин у меня бывает редко, так что, может, какой-то перекус. Я стараюсь не ужинать, но перед сном зубы чищу. Еще на второе делаю салатик из капусты свежей. Вот лучок зеленый, морковочка, и заливаю специальным таким винегретиком. Получается очень вкусно. Я когда-то показывала рецепт. Вот горячая заливка салата. Ну и вот на первое мой борщик. Очень ароматный и надеюсь, что очень вкусный. Также я принимаю во время еды омега-3, D3, и вот здесь желтая такая таблеточка, это гинка билоба. На работу мозга вот такие суплементы БАДы я принимаю каждый день во время еды. Вот второе, это у меня гречневая каша, мой салатик, который я вам показывала, и кусочек телятины из скороварки. Очень все аппетитно пахнет, и стараюсь вот такое здоровое питание поддерживать. Ну вот, после обеда мы собрались на бассейн и едем сейчас поплавать, чтобы заняться немножко спортом и как сказать, позаниматься для здоровья, для хорошего настроения, для такого тренинга и зарядиться на всю неделю позитивом. Вот мы в женской раздевалке, это обычный школьный бассейн, но во время выходных и также, наверное, на протяжении недели здесь можно выкупить время и поплавать частным образом. Вот мы сюда приезжаем, нам более удобно сюда приезжать. Вот такой скромненький детский бассейн. Здесь вот санузлы, здесь можно посушить волосы. Вот только шкафчики мне здесь очень не нравятся. Я уже когда-то их показывала, рассказывала, почему эти шкафчики мне не нравятся. Здесь вот душевые кабинки, а там выход уже на бассейн. И также здесь есть сауна. Здесь также есть возможность выкупить сеанс массажа, лечебного или обычного. Ну вот мы поплавали, я проплыла 20 бассейнов, очень себя хорошо чувствую, настроение приподнятое, погода тоже неплохая, вот солнышко светит, поэтому зарядили аккумуляторы, зарядились энергией, позитивом и едем домой. Дома тоже нас ждут большие дела, воскресенье еще не закончилось. Приехали, и такое интенсивное солнышко, что захотелось хотя бы на пару минут выйти в сад, чтобы тоже хотя бы сейчас в воскресенье насладиться нашей природой. Вот здесь мы подкармливаем птиц, я уже показывала, есть у нас такая кормушечка, вот, еще тут сын насыпает.
и птицы регулярно все выедают до крошечки, поэтому приходится досыпать сюда каждый день что-то новенькое. Очень приятная атмосфера сейчас, тепло, солнечно, поют птицы, и настроение само собой идет вверх. Ну и как раз смотрю, что с такой погодой приходит новая работа, нужно будет уже начинать огородные дела. Вот такое воскресенье. Мы еще сегодня пекли хлеб. Я уже не показывала вам всю вот эту процедуру, потому что у меня на канале есть видео, но показываю вам результаты. Пекли сегодня хлеб. Мы печем хлеб 2 раза в месяц, раз в 2 недели. Вот такие 6 буханочек мы печем. Один немножко упал. Вот. Сегодня муж остался дома и смотрел за хлебушком. На 2 недели есть для них хлеб. Ну и на этом выпечка не закончилась, потому что вчера я поставила тесто на пирожки. И вот показываю вам, выставляю, тесто подросло. Вот это мое тесто на закваске, тоже не раз вам уже показывала, выросло очень хорошо. Начинаю пирожочки свои. Сейчас выложу тесто на доску, мне неудобно, я выключу камеру, потому что не могу и держать, и выкладывать тесто. Сейчас вам все покажу. Вот я уже выложила тесто из миски вот сюда на стол. Показываю вам, какое это тесто у меня растет на хлебной закваске. Закваска свежая, сильная. Вот. Вот такое у меня тесто. Сейчас буду его разделывать и на маленькие булочки, а потом буду делать пироги. Ну и берусь за мое тесто. Сейчас покажу вам поближе, как я делаю. Вот сначала я его так уминаю, а теперь буду отрезать ножом маленькие кусочки и формировать булочки, которые оставлю также для того, чтобы они подошли. Обязательно посмотрите, у меня на канале есть рецепт и вся вот эта процедура, как я делаю тесто на закваске. Оно очень хорошее получается. И видите, растет очень хорошо. Я уже с 11 года я не употребляю дрожжей. Все делаю на моей заквасочке. Вот такие кусочки. Теперь буду формировать булочки такие, видите? Тесто очень приятное на ощупь, и с ним очень хорошо работать. Поэтому, друзья мои, не бойтесь, если не хотите использовать дрожжи, на закваске у вас все всегда получится. Хотя я на своей диете булочек этих кушать не буду сейчас, но хочется порадовать своих домашних, чтобы было что взять в школу дочке, может на завтрак, может с кофе они попьют, с чаем. Потому что если даже выпечка, она не особо полезная для здоровья, но хотя бы это будет менее вредное, потому что все домашние ингредиенты, все свежее, все без химии, все, как говорится, даже без дрожжей. Вареньем буду делать пирожки с вареньем. Варенье у меня тоже домашнее. Вот, так что будет очень вкусно. Ну вот мои булочки. Столько получилось. Сейчас я их накрою и оставлю, чтобы они подошли. Вот я накрыла, и сейчас посмотрим, как подошли. Посмотрите, уже немножко булочки выросли. Сейчас можно уже приступать к пирожкам. Вот я буду теперь формировать пирожочки. Даже их не нужно раскатывать скалкой. Вот так руками очень
Как я уже говорила, тесто очень приятное, и все можно делать без скалки просто вручную. Вот у меня домашнее варенье сливовое. Сегодня оно немножко жидкое, так что, возможно, пирожки немножко полопаются, но я такое открыла и уже не буду искать более густое. Придется делать с таким вареньем, какое у меня попалось. И вот так сверху буду защипывать. И потом немножко их так сравняю, чтобы они не были как вареники, а как пирожочки. Еще раз вот так вот для страховочки еще буду тут защипывать сверху. И уже потом буду перекладывать на противень. Должно получиться 2 больших противня. Видите, тесто очень поддатное, такое к рукам не клеится абсолютно. Не надо его смазывать мукой, ничего. Ну вот испекла я мои пирожочки. Вот тут уже выложила. Некоторые у меня сегодня раскрылись, потому что варенье было слишком жидкое. Вот, ну, такое сегодня мне попалось. Но ничего, от этого они менее вкусными не будут. Есть такие пирожки, даже пекут, где варенье открытое в пирожках, так что нету никаких здесь проблем. Вышли они мягенькие, посмотрите, вот такие они мягусенькие. Разрывать сейчас не буду, потому что они слишком горячие, даже их держать горячо в руках. Ну вот так закончился мой день. Смотрю на часы, 11 часов вечера. Вот такое у меня ленивое воскресенье. Но зато с понедельника у моих домашних, у моих деток будет что взять с собой в школу, на работу. Вот, я ничего, ни о чем не жалею, потому что все это делаю с любовью для моих близких и родных. Ну, на этом буду заканчивать сегодняшний воскресный влог. Какой ленивый у меня он был, вы увидели. Но я, конечно же, шучу, потому что воскресенье это всегда день такой, как сказать, на отдых. Но прошел он у меня очень продуктивно, поэтому буду вам признательна, если поставите мне лайк за сегодняшнее воскресенье. Пишите свои комментарии, как вы проводите свой день. Конечно же, сейчас пойду еще почищу зубы, нанесу вечерний уход. Но этого я уже записывать не буду, наверное, потому что очень устала.